Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана. І сьогодні я вас запрошую на квітневу прогулянку моїм садом. Подивимося, що квітує, какие красивые сейчас цветы. Магнолия расцвела, первый рододендрон. Расскажу, как я буду формировать свои гиганты-можжевельники. Минджулипы наконец-то приняла решение, что с ними делать. Ну, а еще пройдемся и посмотрим, что мы уже успели сделать, что делается в процессе и какой сейчас сад. Сад в апреле. Идемте. Ну, вот такая у нас сейчас погода. Плюс 26 градусов. Очень жарко. Я вчера работала, и у меня обгорело лицо. Уже надо кремом пользоваться от солнца. Я косила газон. Покосила, видите, круглый газон. Вот этот маленький. Тут маленькие у меня переделки. Подойдем к нему, покажу позже по ходу видео. Осталось покосить этот. Сейчас доснимаю видео и займусь. Расцвели тюльпаны. Что я хотела сказать по своим тюльпанам. Помните, я после выгонки покупала 3 ящика тюльпанов, я вам рассказывала, и посадила их отчасти сюда. Это цветут не они, это цветут тюльпаны, которые тут были посажены раньше, потом выкапывались, а это понарастали сами. Маленькие, которые были высажены луковки, ну маленькие, после выгонки они относительно маленькие, больших луковиц, к сожалению, очень плохо перенесли зиму, и мыши помогли. Частично я срезала, потому что погорели, вылезли из земли раньше и погорели молодые листики. Аналогично и с этой стороны. Аллея у меня, и тут немножко лучше ситуация. Больше тюльпанчиков, которые вышли после моей посадки. Они небольшие, видите? Ну, а тут такая куртинка получается немножко побольше. Но общее мое впечатление, что надо ждать, конечно, следующего года. Первый год ждать пышного цветения не приходится. Не будет пышного цветения тюльпанов первый год посадки после выгонки. Это выгодное, конечно, такое предложение было. Но красоты я не дождалась. Аналогично вторая такая моя клумба возле магнолий ряд. Там они тоже цветут не так пышно, как хотелось бы. Но это будет мой опыт. И я вам показала, что в принципе, если хотите большие красивые клумбы с тюльпанами, надо покупать осенью из Нидерландов луковицы по сортам, по цветам. И будет красиво и богато. Ну, а я буду ждать следующего года. Сорта, конечно, как я вижу, там много. Я уже и срезала, такие как с зубчиками по лепесткам. Но общее впечатление на 3 с плюсом. Такой мой вердикт тюльпанов после выгонки. У меня еще расцвели ботанические тюльпаны. Вот это мне нравится. Цвели крокусы. Тоже я вам показывала, как в этом году осенью планирую купить сортовых тюльпанов, которые порадуют меня обильным, ровным, большим цветением. Сейчас показываю вам ботанические. Смотрите, какие они красивенькие. Тут они у меня растут, эти тюльпаны, в ящиках. И я их, судя по всему, очень скоро выкопаю, что сюда будет высаживаться. А вон, кстати, луки. Помните, я вам капает капельная трубка моя. Луки повсходили.
Вот это мы полюбуемся. Тень от меня. Так что же цветет более удачно в саду сейчас? Флоксы. Зацвели шиловидные флоксы. Флоксы я делила в прошлом году после цветения. Просто брала кустик, делила на части, рассаживала по саду. Покажу вам еще куртины. Очень быстро они разрастаются. Смотрите, вот такими, как плетями разрастаются и укореняются. Флоксы 2 сорта. Купила у бабушек на рынке. И сейчас по всему саду их разделяю. Ну а еще у меня зацвела магнолия. Моя магнолия Суланжа Альба Суперба. Что я за нее хотела сказать? Что она все-таки подморозилась у меня. Самые верхние бутоны, смотрите, так и не расцвели. И тут все-таки поздние заморозки. Но они не поздние, они сильные, хочу сказать. Сделали свое дело. Большого пышного цветения и по верху, и по низу нет. Уже начинаются листики. Ну, будет вдогонку еще какое-то количество цветов. Но я хочу сказать ей спасибо и за это. Почему? Потому что в 5 километрах от нас в Киеве все магнолии Суланжа обгорели. Почему там обгорели? А у меня еще хоть какое-то цветение. По одной простой причине. Потому что магнолия Суланжа цветет одной из самых первых. Все сорта магнолии Суланжа. В Киеве от домов, от дорог немножко теплее. И она пошла в цветение раньше. То есть у кого дома, участки в более городской зоне, там она сильнее пострадала. У меня еще хоть какое-то цветение есть. За магнолию Суланжа хотела сказать, что видите, когда у нее цветок распускается, небольшая розовая полоска. Это я про сортность. А когда цветок полностью раскрыт, он просто белоснежный. И таким белоснежным и остается. Вот такой он белоснежный до конца цветения. У меня еще наверху немножко будет цветов, надеюсь. Ароматная очень. Магнолия нравится. И я ее немножко буду приподнимать вверх, чтобы она мне не понад землей закрывала, а росла все-таки деревом. Есть магнолии, прививаются на штамп, и тогда вы покупаете, и она сразу ровненький, красивый ствол, где-то 1,5 метра, там 2, какой вы захотите, и формируется крона дерева наверху. У меня покупалась просто веточка, видно вот просто ствол, и я ее формирую сама. Это более долгий путь, но достался мне саженец относительно недорого. Поэтому решайте сами. Привитая магнолия стоит дороже. Но, возможно, это того стоит. Вот если бы сейчас у нас немножко средства уже от дома освобождаются, я бы купила, наверное, 1 или 2 магнолии на штамбе. Остальные магнолии я вам там не показала. Еще не цветут. Будет цвести еще Heaven's Scent на бутонах, а остальные не цветут. Зато спирея, смотрите, как радует. Вот такая сейчас спирея. Шикарная, пушистая, красивая. Много очень пчел. Формируется у меня она таким фонтаном. Нижнюю поросль надо будет опять удалять. Это молодая пошла. И издали куст выглядит вот так. Я вам тоже советую все-таки пускать ее не как огромным кустом, а вот таким фонтаном. Она у меня тут и на сосну немножко повернулась. Красивая. Ну, а сейчас постепенно из этой зоны с такими красивыми цветущими спиреями Грефшейм я перейду в другую.
зону, там, где у меня посажен рододендрон, первый, который начинает свое цветение. И как раз расскажу о том, что не у всех растений цветы при распуске такого же цвета, как будут. То есть, если вы в питомнике увидели на бутонах какой-то рододендрон, абсолютно не факт, что это такого цвета он и будет цвести. Мой рододендрон Каннингемс White зацветает самым первым. Ну, во всяком случае, в моем саду. Был тут посажен малюсенькой веточкой. 2 года я ждала, была просто листва. Ну и вот он уже, это уже 3-й раз будет цвести. 3-е его цветение. Так вот, смотрите, какого он цвета. У меня есть обзор этого сорта. Ну, давненько, правда, я его делала. Ну, можно посмотреть. У него цветы лавандово-розовые. Больше даже лавандового, да? А на самом деле это белоснежный рододендрон. То есть вот таких цветов у него не будет. По бутону судить нельзя, какой будет цвет у рододендрона. Мия самая фотогеничная собака. Вот где я, там и Мия. Так, теперь тут надо пройти хвостом своим. У большинства рододендронов цветок при распуске другой тональности. То есть, если он какой-то ярко-желтый, он может быть в цветении бледно-кремовым. Вот следующий рододендрон вот-вот расцветет. Это Германия. Он более-менее такой, как и расцветает. Немножко бутон темнее, а потом он такой розовый, чуть-чуть серединка с бледно-розовым, с белым, красивый сорт. Германия шикарный сорт рододендрона. Есть очень много рододендронов хамелеоны. Что это значит? Это по мере цветения у рододендрона цветок в распуске оранжевый, потом немножко с желтизной, а потом становится бледно-желтый или кремовый. К таким относится рододендрон Перси Вайсман у меня. Красивый. И, кстати, в том году 1 день поцвел. А в этом году, смотрю, опять много бутонов. То есть прошлогоднее цветение было испорчено, тоже заморозками. Но он свою способность к цветению не утратил. Но самым первым, конечно, будет цвести вот этот вот рододендрон Каннингемс White. Еще интересно, что стала замечать, действительно, рододендроны в ширину растут намного больше. Вот у меня Германия уже по ширине в 2 раза больше, чем по высоте. Розовым элеганс тоже. Так, спросите, что у меня тут за ящик? Что это такое? Это Притенина гортензия, которую я высадила. И ей не так повезло, как соседкам вот этим. Тенечек от рододендронов. А она как-то, я 2 дня посмотрела, она на солнышке. Ну вот сейчас уже немножко начинает на нее тень. Но решила ее притенить ящиком, чтобы она принялась хорошо у меня. Коника будет тенек ей давать. А сейчас хотела показать вам немножко формировку пузыреплодника. Немножко ошибку свою хотела показать, чтобы если вы занимаетесь такой же красотой, не допустили. Смотрите, этот пузыреплодник я вместе с вами уже несколько лет показываю периодически, как он нарастает, как что происходит. У него стволы переплетены. Видите, как между собой. Вот это старая кора, он как бы лущится, да, это не болезнь, такое есть. Поросль вот эту надо удалять, чтобы были просто ветви. То есть и вот эту вот удалять надо, поросль всю. Так вот,
почему он у меня связан? Потому что я не такую большую высоту переплетала. Он у меня где-то сантиметров 60 заплетен, а потом я просто отпустила ветви. Подумала, что они достаточно толстые, чтобы ровно стоять. А он стал распадаться в стороны. И мне приходится его связывать. Кембриком связан, стянута крона, чтобы форма зонта была вот такая. Придется ему еще пару лет быть в подобном стянутом состоянии, потому что крона большая, пока переплетутся верхние ветви. Высоту я его думаю по высоту забора, где-то, может, чуть выше сделаю. Так вот, я учла этот нюанс, что надо больше столб сам делать из переплетенных веток. И формирую два новых зонта немножко по-другому. Сейчас мы подойдем в ту зону, и я вам покажу. Поросль я взяла именно у этого куста, веточки, которые понарастали. Вон там еще идет. Вон поросль. Осенью откопала, посадила такую тонюсенькую. И они получились разных цветов. Брат и сестра разного цвета. Как цвет волос и цвет глаз другой. Они разного цвета у меня. Сейчас покажу, как их формирую. Они у меня там в зоне возле теплицы. Ну, а пока полюбуемся вот этим местом. Это вид с крыльца у нас. Такой красивый. Мия, может, ты отойдешь уже? Покосила газон. О, уже листики у гортензий метельчатых появляются. Все. Можно обрабатывать от клеща. И плантофилом 20-20-20. Это самое первое, что надо сделать с метельчатыми гортензиями. Клещ сейчас в конце апреля, начале мая самый агрессивный, самый такой вредный, который может испортить и цветение, и рост, и все. Мне кажется, одна из удачных зон сада получилась. Я начинала, когда сад высаживать растения, конечно же, от дома ближе, чтобы на виду были растения, чтобы я не забывала их поливать, обрабатывать. И вот эта зона была сделана первой. Маленькая круглая клумба. Ну, а потом стала двигаться туда дальше. А сейчас признаюсь вам, честно, мне в саду нравится любая моя зона. Любая, куда я не зайду, по-своему она любима. Разными цветами. Я не миксую, допустим, в зоне с розами. Стараюсь не высаживать гортензии. В зоне с рододендронами не высаживать розы, допустим. Ну, стараюсь какую-то структуру сада соблюдать, логические зоны по цветам, по растениям. Хотя не всегда это как бы получается, да. Вот тут у нас можжевельники на полянке. Тут роз нету. Тут, видите, я розы в горшках высадила, но некоторым уже есть место в саду. Посажу. Так, идемте смотреть пузыреплодники туда, к теплице. Там тоже красиво и интересно. Эти два пузыреплодника растут тут недалеко от теплицы. Персик у меня карликовый цветет. Вот такой он персик, этот и есть. И с него мы 2 ведра в прошлом году собрали. Небольших, конечно, 2 ведра персиков. Тут мои садовые эксперименты, прививки Света сделала. Цветет молодой персик. Первый год посадки в прошлом году посадила. А я вам хотела сказать про пузыреплодники. Один кустик, одна веточка у меня от того красного пузыреплодника ярко-салатовая. Смотрите, какая красивая. А вторая веточка была, как и деревце материнское, вот такого темно-бордового цвета.
И я специально осенью пересадила салатовый поблизости, чтобы на контрасте красиво был. Вот так вот на контрасте будет лучше видно. Видите, один пузыреплодник ярко салатовый, а тот, что дальше растет, ну сейчас листва не такая темно-бордовая, бордовый. И будет два зонта, которые как бы дружат и перекликаются между собой. Будет красивая зона. Еще и ярко салатово-лимонный вот этот куст, не куст дерева, пирамидалис ауреа туя, будет с ним перекликаться. Так вот, смотрите, у них я стала переплетать ствол, опора обязательно стоит в такую слабую косичку. Выше тут уже высота где-то метр. В кадре наша модель. Я так думаю, она бежит там, где я. Нахожусь, туда она и бежит. Около метра. Еще где-то сантиметров 30, наверное, я буду переплетать. А потом отпущу ветви в стороны, чтобы этот зонт, ну, аналогично и тут, видите, чтобы этот зонт был выше, и он крепче стоял на своей собственной опоре, и мне не пришлось бы его связывать. Вот эту ошибку обязательно учтите, когда будете свои пузыреплодники формировать. Эта клумба нравится очень. Вчера тут раскапывала, искала лилии, где я посадила. А вот они. Вот лилия одна. Пионы. Пионы немножко все-таки подмерзли. Видите, листики, но бутоны сохранились. Такой перформанс. Пошел в рост уже самшит. Самшит обязательно тоже обработайте от клеща вермитеком, потому что очень быстро его, по-моему, огневка его самшит портит. За 2-3 дня может кустик без листиков остаться. А вот рядом, наконец-то, у меня табардзелла пион. Наконец-то вроде бы бутон есть. 2-й год. Бутоны я не обрываю. Хочется посмотреть мне, как он зацветет. Разница по листве, видите, у ито пионов и у травянистых. Так, вот эти мои веточки принцуэльские. В прошлом году я вам показывала. Ранней весной или осенью приподнимаете ветку, она укореняется, когда лежит, отсекаете ее от большого куста своего и высаживаете на новое место. Присыпали так землей те корешки, и будет у вас счастье. Будут сотни новых кустов, не надо будет покупать. Вот если какой-то горизонтальный можжевельник понравится, подождите год-два, разрастутся веточки. Можно их даже специально где-то присыпать землей большого куста. И через год секатором отсечь, и будут новые кусты. Также можно тамарис цифолию. У него тоже лежат по земле ветви. Можно также размножать. Так, ну а сейчас идемте, я вам хочу показать свои можжевельники минджулипы. Что же я там с ними придумала делать, какую формировку. Тут у меня неваки, такое мое делается, нарастает, на проволоке изгибается вершина, нидиформисы. Покажу, как я там их возле дома начала формировать. Очень интересный такой способ, как огонечки, лампочки, да? Такие у него молодые приросты. Красиво это. Туя. Хупси. У хупси в этом году будут шишки розовые. Они по очереди. Акракона и инверса в прошлом году были с малиновыми, а хупси будет в этом году с розовыми. А вот еще флок шиловидный.
Очень легко растет такой подушкой. Я просто смотрю тут на газон он мне, чтобы не пошел. Но он сильно плотно. Вот тут лилии на следующий год надо будет не убирать. Закроет там, где и лилии. А вот елочка. Это подушковидная Ялако Голд. Канадская елочка, только подушковидная. Хорошенькая. У нее молодые приросты малинового, кремового цвета. А вон там еще флоксы. Тоже куртинками такими. Ну, идемте, буду показывать вам, как же я решила с минджулипами. Смотрите, Барбарис Мария. А ягоды у него зеленые еще с прошлого сезона остались. Две у меня таких колонны будет ярко-салатовых. Мне такие цвета почему-то нравятся. Вот сюда идем. Сейчас пройдем в ту зону с рододендронами. Еще раз хочу магнолию показать, какая же она красивая, когда цветет, и очень ароматная. Ну, хоть немножко нам осталось красоты. Вот сюда, в эту зону с рододендронами. Тут у меня 7 минджулипов, которые я не знала, что делать, когда увидела, какие они огромные. Там возле лавочки покажу вам. Значит, случайно в интернете увидела, как сформирован минджулип. Думаю, это же как раз мой вариант. Может быть, кому-то надо. Единственное, что формировать их надо, пока ветви гнутся, как и у пузыреплодников мягкие. Я, к сожалению, в прошлом году этого не сделала. Видите, толстые уже ветви. Я их еще пристригла. Но, думаю, у меня получится. Сейчас я их зафиксировала. Вот так просто связала, чтобы они привыкали хотя бы вверх. Пока у меня очередь дойдет до каждого. Начала я вон с той стороны их формировать. Первые 2. Что за формировка? Как пузыреплодник. Поднимаю, переплетаю ветви до определенной высоты. Думаю, также будет где-то 2,5 метра. Гнуться уже плоховато, но еще гнуться. Спасибо и за это. Вот этот хуже. Тут осталось всего 2, 3. Ну, постепенно, думаю, у меня получится. Ветви будут утолщаться, ближе становиться друг к другу. Буду постепенно вырезать нижние побеги. Вот тут уже начала делать. А крону поднимать. Почему не сразу много? Чтобы растение не заболело. Более 25-30% хвои вырезать нельзя. И вот так вот все 7 моих минджулипов, гигантов. Вы знаете, это очень большой можжевельник. Сажала я его сюда, чтобы тень создать рододендроном, как главное тут растение рододендроны. Минджулип вспомогательное. Но не рассчитала, что они так сильно быстро. Я думала, рододендроны быстрее высоту наберут. Ну, теперь вот такая тут у меня будет композиция. В ногах тут посажены хосты. Я вчера как раз тут пыталась найти, чтобы полить. Вот такая у меня задумка с моими минджулипами. А вот пострадавший рододендрон, помните, я не обрезала листья. У него вот так вот они осыхают, подсыхают, сами опадают. Я вчера косила газон, тут пособирала вот такую опавшую листву. Но ему, я хочу сказать, чудесно. В прошлом году он лимонного цвета был, такой бедный, несчастный, а в этом морозом, ветром морозным подсушены листья. Но бутоны будут цвести. Вы посмотрите, сколько бутонов. Этот даже уже раскрываться начал. Это Pushy Purple сорт. Большой, рослый, но вот так угораздило в этом году меня. Ну, не меня, лично я все сделала, как и с другими рододендронами. Как-то задувала его тут сильнее, что ли. В этом году попробую укрытие немножко по-другому сделать. По магнолиям. Вот это будет еще цвести, но
Мне кажется, тоже не так сильно, как хотелось бы. Но этот сорт, это Heaven's Scent, он цветет 2 раза в год. Так что если сейчас будет маленькое цветение, у него зацветают бутончики вместе с листвой. Это такая особенность сорта. Поэтому выбирая магнолию, хорошо он, кстати, сформирован тут на ножке. Выбирая магнолию, учтите, что в разное время у разных сортов происходит цветение. У одних до листвы, у других уже когда листва чуть-чуть распускается. А есть сорта, когда магнолия уже вся облиственная, тогда только цветы. Так, фантом мой. Нормируйте побеги. Вот именно сейчас уже видно, какие проснулись, какие нет. Елочка цверк. Какой-то цверк, всегда забываю. Карликовый сорт такой хороший. Вот такая уже наросшая, красивенькая. Ну, а мы с вами идем постепенно. Вот это Ауреа Нано, такая же, как пирамидалис, только маленькая, по цвету красивая. Мы с вами медленно идем к моему минджулипу, который возле лавочки. Гигант, который... Хорошо, он у меня раньше посажен, и я увидела всю его мощь. Вот тут он возле лавочки. Растет себе, спирея так пахнет. И вот так выглядит. Сейчас его ширина 1,80 м уже, высота 1,5 м. Опять же, в ширину он больше. Вот если бы мы формировали вверх его, он бы выглядел совсем по-другому. Но тут формировка такая. Я просто снизу стала оголять ветви, направлять, оставлять только те, которые вверх. Те, что в сторону, вырезала. И он такой пирамидой большой. Будет еще больше. Но я его хочу вести над лавочкой, чтобы хотя бы сидеть можно было. Вот такие они огромные. И это он подросток. Учтите, если будете себе на участок такой можжевельник высаживать, большие мальчики минджулипы. Растут у меня тут возле скальных, смарагд, пихта. Моя ива Мацудана, мы ее, кстати, подстригли. Осенью хорошо была, уже более 6 метров наросла. И, кстати, этой иве 5-й сезон. Из 3 веточек тонюсеньких сплетена, сильно быстро растет. За сезон до 1,5 метра набирает роста. А вот этот Тамарис цифолия, у которого тоже можно укоренять веточки, которые касаются земли. Или самим взять, пришпилить веточку, она пускает корни, отсечь потом через год, и у вас новый Тамарис цифолия. У меня таких уже 2. 2 я купила, еще маленьких, не знала, что их так легко, оказывается, можно укоренять. Но этот сорт растет медленно, быстрого роста от него не ждите. Горизонтальный принц Уэльский быстрее растет, Тамарис цифолия карликовая считается. Он и в высоту, вот это за 5 лет, вот такой он нарос, не сильно большой. Так, ну что, сейчас пойдем покажу вам, как я формирую один интересный кустик, елочку. Нидиформис. Ну и покажу вам еще немножко вот эту зону сада. Хотела, знаете, что показать? Ну, во-первых, вот такие нарциссики красивые, как колокольчики. А во-вторых, Нидиформис елочку. Вот это мой самый старший большой экземпляр. А сейчас покажу маленький. Я их начала тоже формировать, приподнимать на ножки, как грибок делать. Тут видно еще плохо, хотя я срезала большую, такой большой горшок технический веток. Он большой просто. Получилось приподнять его сантиметров на 10.
В дальнейшем планирую, конечно, по мере его роста барбарис пау-вау. Покажу вам листики. По ним такие, как рисочки идут. Сейчас покажу вам на другом кустике. Это тоже такой крупный, но я приподняла уже у всех ножки. И получилось, я вам скажу, очень хорошо. Такой, как грибок. Так, вот этот нидиформис. И вот так он, получается, выглядит. Эффектно, красиво. Приподнят тоже сантиметров на 10 над землей. Получается вот такая красота. Возьмите себе за идею. Думаю, сегодняшняя апрельская прогулка вам понравилась. Много красивых цветущих растений я вам показала. Пионы какие уже. Это Coral Sunset. Ранний пион красивый. Показала, как я формирую свои растения. Чем занимаюсь в саду. Кстати, там начала прополку и мульчирование роз. Уже мульчирую на картон с скошенной травой. Это я большой круглый розарий. Наконец-то дошли у меня руки. Вон там. Сейчас на круг зайдем. Немножко покажу. Думаю, вы тоже заняты все своими насущными делами. Старайтесь навести красоту, высадить что-то новое. Не забывайте, такая жаркая погода. Думаю, обработку от клеща вы уже свои хвойные рододендроны провели. Это первое, что надо сделать. Сейчас самый агрессивный клещ. Вот так мульчирую розы скошенной травой на картон. На все не хватает просто рук. Ну, тут уже просто заложила картоном. А тут мне предстоит, видите, положила инструмент и буду работать. Все, всего хорошего. Думаю, скоро мы с вами встретимся. Сливы писарди отцвели уже. Красиво так цвели. И сейчас у нее лист начнет становиться бордовым. Сейчас еще такой светло-бордовый, а будет бордовый. Вот они такими, как пирамидами перевернутыми у меня сформированы. 4 деревца. 3 одной высоты, а одно отстает, 4. Буду как-то его приподнимать. Ну, расскажу, как я даже знаю, как крону у дерева приподнять, если видите, штамп не очень высокий, а хочется их по одной высоте сделать. Ну все, всего хорошего, до встречи!